Всем привет! С вами Ольга Собянина, автор блога «Развивайся в декрете», мастер по вышивке лентами. В одном из прошлых видео я показала вам вот такую маечку моей дочки, которую я украсила вышивкой ленты. Сегодня я хочу показать вам, как я вышивала этот эскиз. Но поскольку вышивка уже выполнена на изделии, я вам покажу, как я вышивала просто на отрезе ткани. Расскажу все от начала до конца. Что, поехали? Как видите, левую часть вышивки я уже выполнила, чтобы показать вам промежуточный результат. Сейчас вместе с вами я разошью правую часть вышивки. Да, кстати, мой водорастворимый маркер повел себя в этот раз очень странно, он расплылся на ткани, но это не страшно, потому что при смачивании водой он полностью исчезнет. Поэтому, если с вами произойдет нечто подобное, не пугайтесь, знаете, что все поправимо. Итак, сначала я расскажу, какие материалы понадобятся нам для работы. Я взяла, прежде всего, это ленты зеленого цвета, 3 разных оттенков. Напомню, что выбирать стоит ленты именно приближенные к натуральным цветам, болотный, спокойный такой темно-зеленый цвет. Дальше я взяла красную ленту, в отличие от той вышивки, которую я выполняла первоначально, потому что просто не хочется одно и то же делать. Взяла насыщенный красный цвет. Конечно, понадобится изделие, на котором вы будете вышивать. Вот в данном случае у меня была майка, а сейчас я просто взяла отрез ткани. Понадобятся нити. Я взяла обычные нити мулине, тоже зеленого цвета, разных оттенков. Взяла нити мулине сиреневого цвета и желтого для того, чтобы выполнить вышивку разных вот тут вот цветочков. Конечно, иглы гобеленовые для вышивки лентами и обычные иглы для расшивания нитями. Потребуется нам зажигалка, водорастворимый маркер, ножницы, ну и, конечно, обычные нитки в тон ткани, на которой вы вышиваете, или в тон лент, для того, чтобы подшивать концы с изнаночной стороны. Ну что, приступим к вышивке. Сначала я выполню вышивку основных элементов, то есть роз. Я наметила, где они примерно у меня будут расположены. Беру ленту красного цвета, заправляю ее в иголку, делаю узелок и начинаю вышивать. Особенность этой вышивки в том, что все узелки, которые я делаю, я оставляю на лицевой стороне, для того, чтобы на изнанке был как можно меньше узлов. Итак, ставим в центр и начинаем вышивать. Выводим лицевую сторону, скручиваем нашу ленту и начинаем укладывать ее так, как нам хочется, вокруг нашей серединочки. Управляем, чтобы она не скрылась у нас. Вокруг нее будем все делать. Следующий прокол делаем чуть ближе, то есть немножечко вот сюда вот, можно сказать, в середине прошлого стежка, первого стежка нашего. То же самое, скручиваем ленту. Смотрите, в любую сторону можно скрутить ленту, как вам нравится. Скрутили, положили, как вам справили и проткнули. Только не попадите в саму ленту. Поддерживайте обязательно. Укладывайте так, как вам надо. И делайте стежки как можно плотнее друг к другу. То есть стежки должны быть не большими, да, то есть по протяженности, и достаточно плотными, чтобы розочка была, во-первых, небольшой по размеру, и, во-вторых, очень плотной, чтобы она с ней ничего потом не случилось, чтобы она у нас не деформировалась. Все, таким образом мы выполняем всю вышивку, то есть накладываем стежки попеременно, и таким образом они сами фиксируются. Потом мы, конечно, их подошьем.
Для того, чтобы зафиксировать наши розочки в том положении, в котором нам надо, и обеспечить им сохранность, мы их подошьем. Берем нитку в тон лент и просто начинаем подшивать те стежки, которые нам кажутся не особо надежными. Просто пришиваем их к ткани. Поскольку вы будете вышивать там на изделии, да, на майке или на платье, это нужно сделать будет обязательно, для того, чтобы быть уверенным в том, что с вашими розами ничего не случится, что при стирке, при носке они будут в сохранности. Я зафиксировала розочки, развернула их так, как мне надо было, чтобы они были плотные, чтобы с ними точно уже ничего не случилось, чтобы быть уверенным в том, что вышивка продержится в том виде, в котором я ее изначально сделала. И осталось мне сделать несколько бутончиков по низу вышивки. Каким образом я делаю это? С внешней стороны я оставляю узелок, направляю его по дизайну вышивки, делаю его потоньше. И все, и теперь следующим стежком я просто его закрываю. Разворачиваю ленту блестящей стороной и накрываю. Не волнуйтесь, даже если что-то будет выглядывать, это может, во-первых, поправиться, а во-вторых, когда будем вышивать нитками или листья будем расшивать, все это мы спрячем. Итак, розы я вышила сами розы, вышила бутоны по эскизу, да, как у нас идет. И теперь начинаем вышивать листья. Вышиваем мы точно так же, как и в прошлой вышивке на розовой маечке. Просто заполняем пространство точно так же.
лентами мы закончили. Розочки у нас на месте, листики у нас на месте. Теперь начинаем вышивать нитями. Заправляем нитку в иголку, нитку мулине, и начинаем. Мне удобнее переворачивать вышивку, смотрите, как удобно вам. По ходу вышивки нитями буду подшивать концы лент на изнаночной стороне. Травинками я все расшила. И теперь остается сделать вот такие вот травинки желтым и сиреневым цветом. Делать их будут французскими узелками. Очень просто. Берем, делаем 2 навива, оставляем слабенькие, чтобы были именно такие кругляшочки, не подтягивая. То есть в начале здесь вот у корня, скажем так, они будут крупнее, к низу будут мельче. И просто по этой же технике начинаю вышивать дальше. Желтые травинки вышила, осталось сиреневые. Точно так же. Там, где ближе к листьям, 2 навива и послабее натяжение, чтобы они попушнее были. Ближе к центру делаем сильнее натяжение, 1 навив оставляем и затягиваем посильнее так. Ну что, вышивка у меня готова. Цветочки на месте, листики на месте, травинки все на месте. Осталось что сделать? Подшить концы лент с изнаночной стороны, что, в общем-то, я уже сделала. И пойти намочить нашу ткань, чтобы убрать водорастворимый маркер. И отутюжить все. Сейчас пойду все это сделаю и покажу вам готовый вариант. Вот что у меня получилось в итоге. Надеюсь, вы попробуете расшивать по этому эскизу. Вы наверняка убедились, что вышивка лентами – это очень быстро, очень просто и вместе с тем очень красиво. А у вас, между прочим, получится еще лучше, чем у меня. Ведь подбирать материалы вы будете сами, исходя из того, что нравится именно вам. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. А на сегодня это все. Спасибо, что досмотрели до конца, и до встречи в следующих видео. Пока!